владыки дают учение, оно называется учение о ненасилии. И я прочитала все диктовки и выбрала из них как бы фрагменты и целые диктовки, которые касаются этого учения. И мы хотели книжку такую сделать, но получается так, что просто сейчас время такое, что мы просто не успеваем. И я даже думаю, что вот эта книжка, она, наверное, не будет такой актуальной в наше время. Потому что то, как владыки рассматривают это учение о ненасилии, это очень-очень-очень высокое учение. Очень высокое. И, я не знаю, сможем ли мы его взять на этом уровне вот в наше время. А как я понимаю вот со своим умом это учение, но если уже не касаться там диктовок, то есть разные уровни реакции. Да? То есть первый уровень – это такой животный. Значит, бьют – надо бежать. То есть вот что-то тут заварушка какая-то, надо срочно прятаться. То есть вот. И по отношению к этой первой реакции, второй тип, он более прогрессивен, что ли. Когда человек начинает, руководствуясь какими-то своими внутренними пониманиями, начинает противостоять этому. То есть он как бы понимает, что люди, которые нападают на беззащитных, они неправы. И их можно каким-то образом остановить, да? Вплоть до того, что с оружием в руках. Это, вот смотрите, это более правильно по отношению к первому, что мы рассматривали. Меня это не касается, мне надо срочно спрятаться. Второй уровень – это когда человек поступает по совести. Он понимает, что если на его страну нападают, если нападают незаконно, если на его семью нападают незаконно, если на него нападают, то он обороняется. И это считается более прогрессивным. Есть такая книга, которая называется «Бхагавад-гита». «Бхагавад-гита» – это книга, построена на разговоре Кришны и Арджуны. Вот и там Арджуна говорит, а дело происходит на поле у Курукшетры. То есть идет битва, и вот она должна начаться. И Кришна говорит, я же, говорит, как бы не хочу убивать. Я же, говорит, против насилия. И я не хочу применять это насилие. Почему я должен? А Кришна ему говорит, ты должен идти и сражаться. Но почему? Это мои родственники, это мои братья. Почему я должен их убивать? А Кришна говорит, ты должен идти и сражаться, потому что это твой долг. Ты должен выполнять свой долг. Потому что физическое тело – это как костюм, его можно снять. А душа, она бессмертна. И Кришна Арджуну учит, что ты должен прежде всего думать о своем долге. Твой долг – сражаться. Вот мы находимся примерно на таком уровне, когда мы должны отстаивать свои убеждения в случае, если происходит что-то несправедливое, как нам кажется. Но следующий уровень, это ненасильственное сопротивление. Это то, что демонстрировал нам Махатма Ганди в Индии. Вы, может быть, видели фильм такой, называется «Ганди». Там, где они идут ровными рядами в белой одежде, их солдаты бьют, они падают, и подходит следующий ряд. Их опять бьют, они опять падают, и подходит следующий ряд. И так они идут
с утра и до вечера. И таким образом они силой своего духа переламливают ситуацию. Нужен огромный духовный уровень для этого. А то учение, о котором говорят владыки, это еще более высокий этап. Они говорят о сознании Будды. Они говорят о том, что когда человек находится в просветленном состоянии сознания, то вокруг него все просто само стихает. Войны, кровопролитие, все просто стихает. Но это уже, не знаю, когда это будет. Это как бы вот отдельные шаги выше, выше и выше. Но каждый раз выбор человека, как поступать в той или иной ситуации, будет делать сам человек. Понимаете? И в одной и той же ситуации два человека, вот одна и та же ситуация. Один человек может применить насилие, а другой нет. Для одного это будет шагом назад, а для другого это будет шагом вперед. В этом сложность этого учения. Почему его нельзя давать на большую аудиторию? Потому что каждый раз будет разный ответ. Понимаете? И если вы меня спросите, вот такая ситуация, и как мне в этой ситуации поступить? Я вам не скажу, как поступить. Почему? Потому что если я даже знаю ответ и скажу вам, что делать, то я буду нарабатывать свои сокровища каузального тела, а вы останетесь без опыта. Потому что единственное, зачем мы приходим в этот мир, это чтобы получить свой опыт, развлечение добра от зла, иллюзия от реальности. Когда нравственно, когда безнравственно. Это очень сложное учение. И каждый раз надо делать самому этот выбор. И не получится его не делать. Если один раз устраниться, второй раз устраниться, третий раз не получится, все равно вот так вот Бог подведет. И будет человек делать этот выбор.